Приветствую всех-всех! А на прошедшем 50-м армфайте схлестнулись двое рукоборцев, заявляющие о себе немало, но на деле оказалось не все так радужно, как предполагалось. Хотя перспективы на победу были у обоих рукоборцев равные, но все-таки этот 50-й армфайт сильно удивляет всех фанатов и болельщиков своим аномалиям в плане заруб и побед, со счетом которого практически все, то есть большая часть людей не ожидала, но факт есть факт. Рукоборцы Скотт Мендельсон и Алекс Курдеча довольно сильны, и счет между ними по оценке со стороны никак не должен был быть в сухую, то есть со счетом 6-0. А подробнее, участник из США Скотт Мендельсон, в прошлом легенда пауэрлифтинга, имеющий на своем счету десятки побед и даже был занесен в книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд по жиму штанги весом в полтонны. А в настоящее время Скотт владелец спортивного клуба для профессионалов, в котором восстанавливаются и тренируются спортсмены, готовящиеся к соревнованиям и чемпионатам по различным направлениям спорта. Скотт Мендельсон, звезда пауэрлифтинга, решил перейти в мир армрестлинга, таким образом разнообразив свое спортивное эго. Да-да, конечно, у него были все данные для успешного перехода и участия в армрестлинге, причем побеждая десятки армрестлеров. Но, увы, в каждом спорте свои нюансы и требования к физическому и физиологическому строению тела. И это к тому, что не может быть человек успешным одновременно во всех направлениях спорта. То есть в основном, в подавляющем количестве люди подбирают себе что-то одно из спортивных направлений и, проходя через все тернии, достигают своей цели, став чемпионами в той или иной области спорта. И многие болельщики и увлекающиеся армрестлингом считают, что Скотт Мендельсон еще не готов выступать на профессиональных чемпионатах, потому как его мышечная память не успела переквалифицироваться под скоростной хват и натяжку, и что ему еще нужно поработать над своим телом. А Алекс Курдеча, между прочим, довольно неплохо участвует на профессиональных армфайтах и различных чемпионатах. Также немало людей сходятся во мнении, что у Алекса большое будущее в этом виде спорта, хотя в прошлом и настоящем Алекс Курдеча связывает параллельно два вида спорта одновременно. И это ему, кстати, не мешает побеждать и быть чемпионом на различных турнирах по армрестлингу. Конечно же, второй вид спорта не требует серьезной перенастройки мышечной группы и не мешает параллельно заниматься другими силовыми упражнениями. Ведь второй вид спорта, которым занимается Алекс Курдеча, это регби или американский футбол, кому как угодно. Так вот, Алекс занимается регби, скорее всего, для своего рода разминки и разнообразия в жизни. Но основное профессиональное направление это, конечно же, армрестлинг. И, наверное, это правильный выбор, так как физические данные и телосложение Алекса словно предназначены для силового вида спорта. По мнению многих, у Алекса большое будущее в этом направлении, и что у Алекса есть все данные, чтобы быть в топах и занимать престижные места в тройке лучших. Что ж, а на этом мои рассуждения подошли к концу. От себя хотел бы пожелать хороших перспектив в мире армрестлинга обоим участникам. А вам, друзья, крепкого спортивного здоровья. Оставляйте свои мнения в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. До новых встреч!